Мозг Будды. Часть 5. Биохимия мозга. Давайте представим себе один нейрон. Предположим, что он выделяет нейромедиатор под названием серотонин. Этот маленький нейрон является частью нервной системы, но и сам по себе он сложная система, для работы которой требуется взаимодействие нескольких других подсистем. Когда нейрон возбуждается, усики на кончиках его аксонов вбрасывают молекулы на синапсы, соединения, которые наш нейрон создал с другими нейронами. На каждом нейроне порядка 200 небольших пузырьков, так называемых везикул, полных серотонина. Каждый раз, когда нейрон возбуждается, открывается от 5 до 10 везикул. Если в среднем нейрон возбуждается 10 раз в секунду, каждый усик опустошается примерно один раз в несколько секунд. Как следствие, маленькие молекулярные машинки должны либо производить новый серотонин, либо перерабатывать свободный серотонин, который плавает вокруг нейрона. После этого им нужно построить везикулы, наполнить их серотонином, довести до места действия на кончике каждого отростка. Согласитесь, здесь не обойтись без поддержания баланса между многими процессами, а значит, многие процессы могут пойти не так. И мы не будем забывать, что метаболизм серотонина – это лишь одна система из тысяч, которые функционируют в нашем теле. Строение нейронов. Нейроны – это главные кирпичики нашей нервной системы. Их основная функция – передача сигналов по маленьким соединениям, синапсам. Хотя нейроны бывают разных видов, их строение в целом схожее. Клеточное тело выпускает отростки, которые называются дендритами. Они получают нейромедиаторы от других нейронов. Некоторые нейроны взаимодействуют друг с другом через электрические импульсы. Если сильно упростить, то можно сказать, что общее возбуждение нейрона зависит от суммы всех возбуждающих и тормозящих сигналов, которые он получает в каждую миллисекунду. Когда нейрон возбуждается, по его аксону, отростку, по которому передаются сигналы, проходит электрохимическая волна. Она высвобождает нейротрансмиттеры, которые попадают на синапсы к нейронам-получателям и вызывают либо торможение, либо возбуждение нейронов. Скорость передачи нервных сигналов увеличивается благодаря миелину, жировой субстанции, изолирующей аксоны. Серое вещество мозга по большей части состоит из клеточных тел нейронов. В состав белого вещества входят аксоны и глиальные клетки. Глиальные клетки осуществляют метаболическую поддержку, способствуют образованию миелиновой оболочки на аксонах и перерабатывают неиспользованные нейромедиаторы. Клеточные тела нейронов похожи на 100 миллиардов переключателей, соединенных проводами-аксонами в сложнейшую сеть прямо в нашей голове. Чтобы вы оставались здоровыми, каждая система вашего тела и разума должна поддерживать баланс между двумя конфликтующими потребностями. С одной стороны, этим синтезом в ходе взаимодействия с ближайшим окружением нужно оставаться открытыми для входящих сигналов. Закрытые системы – это мертвые системы. С другой стороны, каждая система должна сохранять фундаментальную стабильность, концентрируясь вокруг контрольных точек и в определенных пределах. Не слишком горячо, не слишком холодно. Например, торможение со стороны префронтальной коры и возбуждение со стороны лимбической системы должны находиться в балансе. Преобладание торможения приведет к ощущению внутреннего оцепенения. Слишком сильное возбуждение заставит вас почувствовать потрясение. Чтобы сохранять в себе баланс всех систем, сенсоры регистрируют это состояние, как термометр внутри термостата, и посылают сигналы регулирующим органам, если возникает потребность восстановить равновесие в вышедшей из строя системе, добавить жару или выключить печь. В большинстве случаев подобные настройки не ощущаются нами на сознательном уровне.
Но некоторые из этих корректирующих действий настолько важны, что буквально прорываются на сознательный уровень. Например, если ваше тело слишком замерзает, вы чувствуете, что вам холодно. Если телу слишком жарко, вы чувствуете, что сейчас перегреетесь. Сознательное восприятие подобных сигналов – процесс неприятный, отчасти потому, что эти сигналы говорят нам о некой угрозе, призывая восстановить равновесие, пока вы не зашли слишком далеко. Эти призывы могут звучать тихо, проявляясь в форме легкой тревоги или же разрываться сиреной, нагоняющей на нас панику. Вне зависимости от формы, эти сигналы мобилизуют мозг, чтобы тот сделал все возможное и вернул организм в состояние баланса. Подобная мобилизация обычно ощущается нами как страстное желание, от тихого томления до навязчивой потребности. Интересно, что на пали, языке раннего буддизма, для обозначения страстного желания используется слово «танха», в переводе означающее «жажда». Слово «жажда» указывает на висцеральную силу сигналов угрозы, даже когда они не связаны с жизнью или здоровьем. Например, риск быть отвергнутым не угрожает нашему телу. Сигналы угрозы эффективны именно благодаря тому, что неприятны. Они заставляют страдать, иногда совсем немного, а иногда и очень сильно. Но в любом случае вам всегда хочется прекратить страдания. Иногда сигналы угрозы все же стихают, ровно на то время, пока система находится в балансе. Однако, поскольку мир всегда меняется, равновесие нашего тела, разума и отношений постоянно нарушается разными факторами. Регуляторы систем вашей жизни, действующие на молекулярном уровне и выше, заканчивая межличностным, должны добиваться статистического порядка в нестабильных по своей сути процессах. Давайте задумаемся о непостоянстве физического мира, начиная с изменчивости квантовых частиц и заканчивая Солнцем, которое однажды превратится в красного гиганта и проглотит нашу Землю. Или подумайте об буйствах нашей собственной нервной системы. Например, состояние отделов префронтальной коры, отвечающих за сознание, меняется от 5 до 8 раз в секунду. Эта неврологическая нестабильность лежит в основе нашего разума. Например, любая мысль – это моментальная разбивка постоянно текущего нервного трафика на разделы по связанным линейкам синапсов. Позже они должны превратиться в плодородный беспорядок, из которого появляются другие мысли. Даже наблюдая за вашим дыханием, вы заметите, как возникают, меняются, распадаются и исчезают разные ощущения. Все меняется. Это универсальная суть внешнего мира и внутреннего опыта. Вот почему, пока вы живете, статичное равновесие никогда не будет достигнуто. Но чтобы помочь вам выжить, мозг старается удержать динамические системы в нужном порядке, найти устойчивую модель в изменчивом мире и создать один план, который подошел бы для разных условий. Он всегда старается догнать только что ушедшее мгновение, понять его и научиться контролировать. Такое ощущение, будто мы живем на краю водопада, и каждый миг обрушивается на нас, всегда переживаемый исключительно здесь и сейчас. И тут же исчезает, но мозг постоянно пытается ухватиться за то, что только что исчезло.